Товарищ начальник генштаба, начальник штаба группировки центра, генерал-полковник Леонид. Здравия желаю. Товарищ офицеры, здравствуйте, стойте, пожалуйста. Добрый день, товарищи офицеры. Продолжается выполнение задач специальной военной операции, наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях. За 2 недели января освобождено 8 населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории. Группировка войск «Север» продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Освобождены Гробовское и Комаровка. На Купянском направлении войска группировки «Запад» продолжают ликвидацию формирований вооруженных сил Украины, окруженных на восточном берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Подолы, ведутся уличные бои и завершается освобождение Купянск-Узловой. После освобождения в ноябре прошлого года Купянска, подразделение группировки «Запад», противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе попыток установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников. Эти действия были пресечены. Кроме того, войска группировки «Запад» активно развивают наступление на Краснолиманском направлении. Южная группировка войск, освободив Северск, активно продвигается на запад в общем направлении на Славянск. Продолжаются бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке. Группировка войск «Восток», завершив освобождение города Гуляй-Поле и форсировав реку Гайчур, развивает наступление в Запорожской области и одновременно с этим расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области. Соединения и воинские части группировки Днепр наступают в направлении города Запорожье. Освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковская. Наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки войск «Центр». Соединения и воинские части группировки, завершив ликвидацию окруженного противника и освобождение городов Красноармейск и Димитров, развивает наступление, продолжая освобождение территории Донецкой Народной Республики. Командование Вооруженных сил Украины любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наше наступление. Однако благодаря мужеству и героизму российских солдат и офицеров, кропотливой и слаженной работе штабов, а также уверенному руководству подчиненными соединениями и воинскими частями, командующими и командирами, эти планы противника сорваны. Сегодня в ходе нашей работы более подробно рассмотрим результаты выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центра», а также уточним задачи и порядок дальнейших действий. Приступаем к работе.